Всем привет! Мы с вами на канале Код Фокус, и сейчас узнаем, как ускорить нашу верстку. А конкретнее, попросим Gulp автоматически дописать префиксы для старых браузеров, а особенно для нашего любимого браузера Internet Explorer, или, как согласно пророчеству, его называют Ишак. Давайте откроем наши предыдущие наработки, открываем нашу папочку. А теперь мы с вами создадим файлик index.html. Назовем тут gulp тест. Здесь давайте для примера сделаем что-нибудь совсем простое. Какой-нибудь заголовок и какой-нибудь контент. В контенте попробуем написать лором, и он нам подскажет. Сейчас мы красиво все выровняем, чтобы у нас все было в видимой области. И иерархично. Теперь сделаем файлик CSS, таблицу стилей, ведь мы будем сегодня работать с ней. И, например, допишем какие-нибудь стили. Кстати, могу поделиться небольшим лайфхаком. Вот у нас есть разметка. Давайте допишем еще один класс. Скопируем нашу разметку. Откроем браузер и напишем там extract CSS. Вот у нас есть сайт extractcss.com. Сюда мы можем вставить нашу разметку, нажать экстракт, и у нас появятся все наши классы. Копируем и вставляем. Это очень упрощает и ускоряет работу. Для простоты давайте напишем color. Контенту мы зададим displayFlex, мы же хотим проверить наши префиксы. И контент текста мы напишем color brown. Сохраняем. Теперь нам надо подключить нашу таблицу стилей. Теперь давайте посмотрим. Сохранили и перетянули. Не работает. Ладно. Перетянем из папочки нашей тестовой. Вот. Замечательно. Только таблица стиля у нас не подключилась. Давайте
Не хватало двух атрибутов rel и type. Давайте посмотрим с помощью инспекта. Наверное, плохо видно. Контент коричневый. И title у нас принял синий цвет. Помощник gulp автопрефиксер. Наша документация нам подсказывает. npm install savedev gulp автопрефиксер. Копируем. Берем наш терминал, вставляем. Ждем, пока доставится. Прекрасно. Оно поставилось. Можно проверить в package.json. Gulp автопрефиксер стоит. Теперь открываем наш gulp файл. Берем пример использования и вставляем. Gulp у нас уже объявлен, значит, второй раз он нам не нужен. Далее функция, которая называется default. Предлагаю назвать ее styles. Мы берем стили из src папки app css, но у нас стиль называется styles css и находится в корне. Мы просто пишем styles css. Говорим, что автопрефиксер будет работать. И запихиваем в папочку dist. Папочки dist нету, но мы можем сделать свою. Для примера это будет styles ready. Это просто пример, вы можете назвать как угодно. И сейчас мы с вами попробуем запустить. Прекрасно. Styles отработал. Теперь давайте его проверим. Вот у нас есть displayFlex, и он дописал префиксы. Для более подробной настройки обратитесь к документации. А давайте еще добавим наш минификатор. Для того, чтобы у нас страница грузилась быстрее. Для того, чтобы ненужные классы у нас удалялись. Gulp это все умеет. Не нужно бегать по проекту и все это искать вручную. В поиске мы так и напишем. Gulp styles minifier. Он нам предлагает clean CSS и minify. Переходим на minify. Это был специальный пример. Тут написано. Пожалуйста, используйте gulp clean CSS. Переходим на gulp clean CSS и действуем также по инструкции. Сначала мы его устанавливаем. Затем берем пример использования. И вставляем в наш gulp файл. Здесь мы видим объявление gulp, которое нам больше тоже не нужно, мы его удаляем. Давайте, чтобы было все одинаково, сделаем вот так. Clean CSS объявляется. Мы проверяем, Clean CSS у нас поставился. И наша тасочка в галпе Minify CSS. Для того, чтобы было все одинаково, предлагаю ее просто так немножечко переписать.
Прекрасно. Далее мы переназовем. Давайте назовем просто меню. Сейчас мы с вами возьмем файлик, который мы уже сделали. И он называется styles CSS в папочке styles ready. Сделаем папочку styles minify. Это просто для примера. И запустим. Styles minify. Наши в стиле полностью минифицированы. Вот так вот просто работать с галпом. А сейчас вы подумаете, неужели мне нужно делать сначала автопрефикс, а потом minify? Нет, это можно сделать все в одном месте. Сначала мы берем автопрефиксер, а потом minify. Берем просто строчечку, копируем, вставляем. Удалим, потому что мы делаем это все для примера, наши старые папочки. Image. Не. Styles minify. Styles ready. И запустим gulp styles. Сейчас, вот, обращаю ваше внимание, мы берем файл styles CSS и запихиваем в styles ready. Можно написать styles build. Ну, это все потом. Запускаем gulp styles. И сейчас мы увидим, что у нас появилась как минификация, так и автопрефиксы. Вот так вот gulp упрощает нам жизнь.